Я с Виктором живу уже несколько лет. И каждый день, ровно в 6 утра, он начинает шуметь. И тем самым будет меня. Это невыносимо. Я, конечно, понимаю, что я сам запрограммировал его вставать в 6 утра и будить меня, вот. Просто у меня работает это вместо будильника. И знаете, работает абсолютно безотказно. Но вы знаете, насколько это раздражает с утра. Это просто невыносимо. Но сегодня я решил отомстить этому роботу-пылесосу и всем другим роботам-пылесосам за вот это вот. А мстить я буду тем, что я буду проводить над ними кучу экспериментов. И в первом же эксперименте я решил проверить, что если бы Виктор сбежал из дома на улицу. Как такое возможно? Ну, например, живете вы в частном доме, и кто-то на первом этаже вдруг оставил дверь открытой. А Виктор, в свою очередь, увлекся уборкой и... Вот видите, может произойти такое, что ваш робот-пылесос сбежит. Сегодня я хочу выяснить, что с ним будет. Поедет ли он гулять по городу? Сможет ли он отрисовать карту города при помощи лидара? И что он соберет в пылесборник? Включаем его. Виктор готов к работе. Уйдите с дороги. Я не знаю, совпадение это или нет, но первое, куда он отправился, это мусорный бак. Пылесборник все еще пуст. Не понимаю, куда ехать. Боже мой, я вижу, как он пылесосит эти камушки, которые там Мне лежат. кажется, он скоро сейчас отсканирует и покажет карту. Мы предоставили Виктора самому себе на несколько минут, чтобы наконец-то узнать, куда он уедет и нарисует ли он вообще карту. Но, вопреки нашим ожиданиям, он вообще не покидал площадку, на которую мы пришли. Тем временем он уже минуты 3 просто ездит по кругу и не может никуда Он, серьезно, без шуток, он просто ездит 3 минуты по тому кругу. Но он думает, что он где-то не в Новосибирске, а уже в Санкт-Петербурге, наверное. Как я понял, в этот робот-пылесос встроена какая-то защитная функция, которая не позволяет ему отдаляться от точки, где его включили, дальше, чем на 10 метров. На самом деле, мне казалось, что он сразу свалит куда-нибудь просто очень далеко и все. В целом, робот-пылесос вел себя как обычный робот-пылесос. То есть ездил кругами и пытался проехать там, где нельзя проехать. И спустя какое-то время... У нас первые успехи! Робот нарисовал какую-то непонятную хренотень. Теперь он чуть-чуть лучше знает Новосибирск. На самом деле я думал, что лидар будет справляться гораздо лучше с этой задачей и рисовать карты прям полноценно. Но по всей видимости дистанция, на которой работают вот эти вот инфракрасные лучи, она не такая большая. Ну а также мы решили проверить, что Виктор собрал в свой пылесборник. И обнаружили там очень-очень много пыли. Ну а сейчас мы переходим к следующему эксперименту. Делать мы его будем в офисе. А пока мы идем в офис, я хотел бы вам сказать огромное спасибо, ребят. Потому что под последним видеороликом вы проявили просто невероятную активность. И ролик набрал очень много просмотров, очень много лайков и подписок. Охренеть. Честно, ребят, я очень сильно удивлен, и мне приятно, спустя такое длительное отсутствие, вы проявляете такую активность. Видеоролик находится на первом месте по тенденции всех предыдущих 10 роликов, которые мы публиковали за последнее время. Даже до моего отсутствия, вы представляете, это охренеть. Еще раз вам огромное спасибо за то, что вы ставите лайки и подписываетесь на канал. Ну а мы отправляемся в офис! В ходе этого эксперимента мы выяснили, что Виктор, как и другие роботы-пылесосы, двигаются по какой-то траектории.
но непонятно по какой. И чтобы это выяснить, мы сделали гениальную конструкцию. Мы приклеили маркер к пылесосу, и теперь Виктор будет оставлять за собой след передвижения. Куда пылесос, туда и рисунок. Ну а теперь включаем робота-пылесоса и пускай он едет сам. О май гад! Он рисует! Вау! Ладно, пока что еще ничего не произошло. Наблюдать за тем, как рисует робот-пылесос, можно бесконечно. Он рисует идеально ровные линии и радиусы, но иногда происходит что-то очень странное и неописуемое. Что это такое? Кто сможет прочитать? Пожалуйста, подпишитесь, я правда старался. На самом деле безумно прикольно наблюдать за тем, по какой траектории все-таки движется робот-пылесос. Если посмотреть таймлапс, то можно увидеть хаотичное движение пылесоса, но если внимательно посмотреть... Если посмотреть сюда, то видно, что он здесь проехал уже раз, наверное, 10, я не знаю. А есть участки, в которых, по-моему, он не был вообще. Вот что это? Ну что, выключаем? И в итоге у нас получается вот такая вот замечательная картина. И эту замечательную картину я дам любому из вас за $1 000 000. Сделаю скидочку, отдам за 500, пишите в личку. Но я предлагаю перейти к следующему эксперименту. Для следующего эксперимента мы отправились в пустыню. Я, конечно, понимаю, что робот-пылесос никак не мог оказаться здесь, но все-таки безумно интересно запустить этот робот-пылесос прямо здесь. Я почему-то уверен, что он не поедет. Да, мне кажется, он сейчас просто тупо собирает весь песок. Он просто очень тщательно убирается. Сначала здесь весь песок соберет, потом проедет сантиметров... Я не касаюсь пола. Так, у него возникла ошибка. Он не видит пола. Но могу сказать так, он уже насобирал практически полный бачок. Также мы затестировали еще один робот-пылесос, но уже более тупой, с минимальным количеством датчиков. И в этот раз мы поставили его уже на более плотный песок. Давай едь. Основная проблема заключается в том, что робот просто застряет в песке. Песок — это один из самых главных врагов всех роботов-пылесосов. Так, ну а для следующего эксперимента нам надо будет найти какого-то робота-пылесоса явно подешевле, потому что, возможно, я даже его утоплю. Так, роботов-пылесосов у нас на самом деле очень много. Это не робот-пылесос. Ребят, пока я здесь нахожусь, хотел сказать то, что у меня для вас есть новость. Я завел себе Boosty. Вкратце поясню, что такое Boosty. Boosty — это сайт для того, чтобы аудитория могла поддерживать блогера в создании его контента, творчества. Я публикую туда эксперименты несколько раз в неделю. Вы можете зайти сейчас, любой из вас абсолютно, и можете зайти уже посмотреть эксперимент. Там вышло уже порядка 12 экспериментов. Вот, например, мы делали вот такой вот эксперимент с шариками. Мы сравнивали то, как зарется арбуз в изоленте и не в изоленте. Вот такой вот необычный эксперимент с машинкой, где вместо двигателя установлен шарик. Да, все это вы можете посмотреть на Boosty. Ну а для той аудитории, которая хочет поддержать наш проект и оформить подписку на Boosty, мы подготовили несколько прикольных приколюх. Все эти приколы связаны не с каким-то дополнительным контентом, а именно с закадровой жизнью. Первое, это вы получаете доступ к закрытому чату, в котором я отвечаю периодически на ваши вопросы кружочками. Второе, во время съемок у нас будет получаться какой-то небольшой бэкстейдж, который мы точно так же будем выкладывать на Boosty. Возможно, кстати, вы давно просите, покажите, как вы убираете ангар. Возможно, это туда попадет. Третье, раз или два в месяц я буду публиковать туда полноценный вопрос-ответ с вашими вопросами, которые вы задаете. Все так же в чате вы будете их задавать, но самое интересное я буду брать и вот делать полноценный видеоролик про это. И четвертое, это
Это ноу-хау, я не знаю, как это будет работать вообще, я не знаю, насколько это хорошо получится. Короче, мы с ребятами хотим сделать стрим. 30-минутный стрим со съемок. То есть вы сможете увидеть за кадр. Я не знаю, что из этого выйдет, но мы попробуем. По сути, на этом все бонусы пока что заканчиваются. Ну а тем, кто не оформил подписку, вы сможете спокойно смотреть несколько раз в неделю какие-то мини-эксперименты. По-моему, это очень хороший повод зайти и посмотреть, что там вообще происходит на Бусти. Вот такая вот, собственно, у меня была новость. Надеюсь, вам понравилась эта новость, а тем, кто не понравилась, я надеюсь, вы отнесетесь с пониманием. Ну а у нас сегодня еще много экспериментов, мы должны провести еще как минимум 5 экспериментов. А для первого эксперимента нам потребуется стрёмный робот-пылесос. И, собственно, вода. Следующий эксперимент пришел к нам в голову, когда мы посмотрели на его вот эти вот щеточки. Как вы видите, они вращаются. Сейчас мы пытаемся проверить не роль его возможности держаться на воде, а возможности плыть этими щетками. По идее, щетки будут отталкивать от себя воду, а пылесос, соответственно, будет плыть в противоположную сторону. Ну а чтобы он сам по себе не утонул, Предлагаю сделать для него что-то, что позволит держаться ему на воде. Спускаем наш корабль на воду. Подожди, он плывет в обратную сторону. Это работает! Это что вообще такое? Вы смотрите, он плывет. Он реально плывет. первый тест в воде получился. Робот-пылесос действительно плывет. Здесь очень много водорослей и всего, что мешает ему плыть, поэтому нашему аппарату нужен гораздо больше водоем. И я предлагаю отправиться на море. Это озеро точно подходит, оно большое, здесь нет никаких водорослей и нет течения. Ну что, поехали! Ну, вернее, поплыли. Но он начинает уверенно плыть. О май гад, наш пылесос-трюкач, он решил забраться на трамплин. Ну что я могу сказать, это не самая лучшая моторная лодка, но она плывет. И знаете, как самый главный прикол? Он периодически, так же как и на земле, вот так вот крутится и меняет направление. Это выглядит странно. Самое удивительное, что мы боялись, что как только он попадет в воду, от воды он испортится и перестанет работать. Но он все еще гудит. Смотри, он разворачивается, потому что нашел препятствие. А, мы поймали что-то? Рыбалка идет успешно, сейчас мы вытащим какую-нибудь акулу. Смотрите, что мы поймали, и мне очень интересно, что сейчас у него внутри. Мы набрали немножечко воды, отфильтровали ее немножечко, и там есть какой-то, что-то водоросль какая-то. Но мы переходим к следующему эксперименту. Эти щетки крутятся со скоростью 120 оборотов в минуту. И вот я подумал, Что если к этим штукам приклеить ножи? ведь тогда у нас должна получиться газонокосилка на автопилоте. Та-дам! И прямо сейчас мы здесь все подстрижем. Включаем. Да почему? Это была такая гениальная идея, но она не сработала. Лезвия просто запутываются в траве и не дают двигаться ни щеткам, ни пылесосу. Обычно умные роботы-пылесосы, когда подъезжают к стене, они в нее даже особо не врезаются. Они к ней подъезжают, разворачиваются и едут куда-нибудь в другую локацию. Но что, если мы возьмем стену на бумаге и зафиксируем ее перед роботом-пылесосом? Какова будет траектория его движения вот так? Теоретически робот не должен сдвинуться с места, он будет видеть вокруг себя бесконечное препятствие и вертеться вокруг себя. Но так ли это на самом деле? Сейчас узнаем. Поначалу нам казалось, что нам удалось обмануть датчики Виктора. Подожди. Я не понимаю, Но буквально через полминуты он взял и спокойно проехал по всему периметру стола.
И каждый раз, как бы близко он не подъезжал к самому краю, Он не падает, и он движется, в принципе, нормально. И как бы стена для него не была преградой. Теперь мне безумно интересно посмотреть, что там вообще нарисовала карта. смотрите, как идеально он рисовал вот это вот полукруглое окно. А вот это вот стол. Короче, если приделать к нему вот так вот стенку, то она не работает, потому что она закрывает всего лишь часть. А датчики у него находятся почти по всему периметру робота-пылесоса. Поэтому мы приняли единственное верное решение – заклеить все датчики скотчем. Попытка номер 2. Но даже так робот-пылесос продолжил движение. Он... Датчик защиты от падений запылился. Написал на приложение, очистите его. Как это работает? Я не понимаю. По всей видимости, дело в лидаре. И, соответственно, мы тоже решили его заклеить. Сейчас он точно должен крутиться по кругу. Я даже не успел договорить. Привет, зрители! Он толкает штатив. Где? Автоматическая уборка. 0 квадратных метров, 0 минут. Прекрасно. И почему-то резко села батарея. Мой аккумулятор почти разряжен. Ладно, этот робот-пылесос разрядился, мы пошли экспериментировать над другими. Ранее я уже говорил, что у роботов-пылесосов находится здесь датчик, который помогает выстраивать карту и которые помогают сделать так, чтобы робот-пылесос ниоткуда не упал. Но действительно ли они настолько хорошо работают, что гарантированно робот-пылесос сможет пройти по вот этой площадке над пропастью и не упасть? Сложность этого эксперимента в том, что ширина самого робота-пылесоса 33 сантиметра, а ширина доски 40 сантиметров. Пацаны, как вы думаете, он упадет? 100%. Я жду разрушения. Я думаю, в одну сторону он проедет, а вот с возвращением обратно у меня сомнения. Я знаю, что у него есть датчики, но иногда он как будто видит препятствия, но все равно едет. Я надеюсь, что он не грохнется, потому что я верю в него. Вот и все. Но несмотря на то, что все хотят, чтобы он упал, и все реально думают, что он упадет, я верю в то, что он не упадет, и у меня почему-то есть такая уверенность. Это система, ее практически невозможно обмануть. Стоит он весьма дорого, поэтому это достаточно дорогой трюк. Стоит ли его делать? Не знаю, но интересно же, правильно? Поэтому давайте проверим. Ну чё, отчет, сколько он еще будет жить, начался. Он начал ехать. Блин, он так уверенно делает. Неужели он упадет прям сразу? О май гад. Он реально на грани. Но прикол в том, что весь трюк заключается в том, чтобы он доехал до конца и вернулся обратно. Как он будет разворачиваться, непонятно. Прикол в том, что эта доска еще и шатается. То есть он едет не просто по идеальной поверхности. Если робот не упадет сам, то он упадет вместе с доской. Ну, похоже, падать он явно не собирается. И если бы он мог говорить, думаю, он назвал бы нас кожаными ублюдками за такие эксперименты. Скажите честно, вы удивлены? Да. У меня была уверенность какая-то в том, что он не упадет, но когда он начал уверенно вот так вот заезжать и возвращаться, я начал очень сильно сомневаться и бояться за то, что он разобьется. Ну, я почему-то был с самого начала уверен, потому что, мне казалось, что эта технология не рассчитана на то, чтобы не упасть. Поэтому будущее за технологиями. Ну, а мы переходим к следующему эксперименту. Ну а прямо сейчас мы переходим к последнему эксперименту, для которого мне потребуется яма! И для этого эксперимента мы возьмем всех этих роботов-пылесосов. Здесь есть умные и неумные, разные. В умные пылесосы встроены сенсорные датчики, которые оповещают о препятствии заранее. У глупых же роботов-пылесосов всего лишь 2 датчика. Один из них ударный, то есть он понимает, что перед ним какое-то препятствие только после того, как он в него упрется. А второй датчик — это датчик падения, и он срабатывает непосредственно в тот момент, когда робот уже находится на самом краю. И самое главное, мы сейчас устроим дерби. Все эти роботы будут двигаться над этой ямой. И, возможно, многие из них будут сталкивать друг друга. Не разбиваться?
Ну и также для интереса мы решили взять муку. Как убирает квартиру один робот-пылесос, все прекрасно знают. А как будет эту уборку делать много роботов-пылесосов, еще пока неизвестно. Ну а теперь включаем роботов. -1. Он ездит! Мы все-таки для безопасности оставили коробки, но это вообще удивительно. Это побег. Упал, сделал сальто, приземлился на ноги и по-прежнему ездит. Как вы можете заметить, он не падает с тех коробок. Я не знаю почему. Нет! Он не упал. Его должны подтолкнуть! Осталось только 3 нормальных пылесоса, которые более-менее бегают. Остальные как-то не знают границ и вон, застревают. О май гад. Блин, Сейчас упадет. оба! Блин, ну это мягкая посадка, они так приземляются и плавно скатываются. Кстати, на повторе можно заметить, что из 3 роботов-пылесосов, которые упали, 2 роботов оказались умные, с сенсорными датчиками. Один из них, между прочим, успешно справился с предыдущим заданием. И из всех этих роботов только один был просто с датчиком удара. Я не знаю, видимо, от случая к случаю все зависит. Все, что происходило дальше, уже тяжело назвать экспериментом. Началась настоящая королевская битва среди роботов-пылесосов до последнего выжившего. Оу май гад! Как так? И он едет по песку. По сути, осталось столкнуть только один робот-пылесос, который уже давно разрядился и стоит просто на краю. И тогда мы сможем объявить победителя! Вот такие у нас были сегодня эксперименты с роботами-пылесосами. А если вы хотите еще таких видеороликов с серией экспериментов на одну тему, как, например, сегодня у нас про роботов-пылесосов, мы сделали много экспериментов, ставьте 200 тысяч лайков, и тогда мы снимем еще выпуск про что-нибудь. И также не забывайте про Бусти, где выходит еще куча других экспериментов. Пока! Он поехал! Я не понимаю, он стоит минут 30, потом такой бах, развернется и поехал. Эй, пока!